Всем привет, добро пожаловать на канал. Я решила с Сашей шить брючки. У меня просто осталась ткань после того, как я сшила свитшот для мужа. И я думаю, что мне хватит как раз сшить вот такие брючки. Здесь брюки сшиты, ну, советуют, в общем, шить их из хлопковой ткани. Но я возьму эту выкройку для того, чтобы сшить брюки из велюровой ткани. У меня журнал, это Бурда за осень-зима 2020 год. Ссылку на выкройку или на журнал я постараюсь оставить внизу под видео. Я уже показывала как-то этот журнал в одном из своих видео. Очень хорошие выкройки. Здесь трикотажная одежда для деток. Вот платья, футболки, вот такие штанишки. Как раз в журнал входят выкройки, вот такие самые основные, самых основных вещей, которые вот мы часто носим. Поэтому я хочу сшить такие брюки. У нас есть велюровые брюки, я уже шила как-то. Выкройку строила сама, но мы их сносили, они уже стали короткие. Очень удобно, такие спортивного типа, в общем, брючки, как раз в детский сад, куда-то на прогулку. Поэтому я сошью ей такие брюки из вот такого велюра. У меня тут такие два достаточно, ну, не могу сказать, что много, да, но я надеюсь, что мне хватит, в общем, этих остатков, этих отрезов от свитшота, которые, в общем, которые я сшила. Вот такой велюр хорошо тянется, красивый. Это синтетический велюр, по-моему, здесь полиэстер. Это не хлопковый, потому что я уже как-то предыдущие, которые брюки я шила, они были из хлопкового велюра. Этот велюр, это полиэстер, по-моему, если я не ошибаюсь. Значит, сейчас выкройку перенесу на прозрачную бумагу, вырежу ее и затем уже буду как-то размещать это на ткани, смотреть так, чтобы все это, как я уже сказала, у меня разместилась, в общем, на этих двух остатках, на этих двух кусочках. Значит, манжеты я сделаю, здесь брюки идут без манжетов, я сделаю еще манжетики внизу, надеюсь, у меня хватит ткани, и ну также еще на пояс нужно будет, поэтому буду как-то, в общем, вкладываться в то, что у меня есть. Если вдруг совсем не будет хватать, тогда уже что-то буду думать. Сейчас я уже приложила, в принципе, эту ткань к выкройке, к брюкам. По идее, должно хватить. Поэтому переношу на прозрачную бумагу, вырезаю и затем уже буду переносить сюда все на ткань. Я уже разложила выкройку. Сейчас буду обрисовывать. Я также, как я уже сказала, приложила сюда к передней и к задней половинке вот два своих отреза, которые у меня остались, два остатка. По идее, должно хватить. Я должна вложиться, в общем. У меня вот такая бумага. Я уже переносила, у меня была такая же бумага, переносила тоже эти выкройки, и она очень хорошо просвечивается, ну, мне удобно. Я такую бумагу покупаю в канцелярии у нас, и она идет в таких больших рулонах, как раз вот мне подходит для того, чтобы переносить вот выкройки из журнала. Поэтому переношу, обвожу просто сейчас свой рост, нахожу, я уже посмотрела, и переношу, в общем, все на бумагу. Я уже вырезала детали брюк. У меня получается одна передняя половинка брюк и одна задняя половинка брюк. Значит, также деталь пояса. Есть еще детали карманов, но я их карманы делать не буду. Я перенесла также все отметки и немножко заузила брюки от колена вниз на полсантиметра. Получается, на задней и на передней половинке брюк. Заузила на 0,5 сантиметров. Также добавила по всем срезам 0,7 миллиметров на припуск. Я уже также подготовила, выкроила детали брюк на ткани. Деталь пояса я сделала по ширине своей резинки. У меня резинка шириной 3,5 сантиметра, поэтому я вырезала пояс шириной 9 сантиметров. Также вырезала уже две детали задней половинки брюк и две детали
передней половинки брюк. Вот так. Теперь складываю лицом к лицу, получается, переднюю и заднюю половинку брюк скалываю по боковому срезу и по шаговому срезу. И стачивать буду на оверлоке. Теперь стачиваю на оверлоке по боковому срезу и также по шаговому срезу. Стачиваю одну половинку брюк и также складываю переднюю и заднюю половинку брюк тоже и стачиваю также по боковому и по шаговому срезу. У меня уже готовы две штанины. Я также приутюжила швы. Теперь буду стачивать средний срез. Выворачиваю одну штанину на лицевую сторону, вторая у меня на изнанку. Вкладываю одну в другую. Скалываю булавками по шву. Совмещаю шов. Припуски в разные стороны разворачиваю. Так. И теперь стачиваю по среднему срезу. Теперь складываю деталь пояса пополам, лицевой стороной вовнутрь. И стачиваю на швейной машине здесь вдоль короткого среза. Также оставляю небольшое отверстие, куда затем буду вдевать резинку. Теперь буду выкраивать манжеты, меряю окружность нижнего среза штанины. И сделаю на 20% меньше окружности. Получается, померяю окружность и умножу на 0,8. Ширину манжеты я сделаю в готовом видео уже, чтобы она была 5 сантиметров. Поэтому возьму 10 сантиметров ширину заготовки и также добавлю 2 сантиметра на припуск. Поэтому выкраиваю сейчас манжеты и затем буду пришивать. Теперь стачиваю также манжеты в кольцо. Буду стачивать на швейной машине. Стачиваю, получается, один и второй манжет. Теперь складываю пояс пополам, вот так изнаночной стороной вовнутрь. Припуски в разные стороны разворачиваю. Здесь у меня небольшое отверстие, куда я буду вдевать резинку. Складываю вот так пояс, прикалываю по отметкам. Я разделила пояс на 4 части. Также вот это отверстие должно быть внутри штанишек. И теперь прикалываю пояс и буду притачивать на оверлоке. Также складываю манжеты пополам. Прикалываю сюда к нижнему срезу. Совмещаю вот здесь шов внутренний с внутренним швом. И притачиваю также манжеты.
Я уже пришила манжеты и пояс. Теперь мне еще необходимо отутюжить припуски тут на манжетах и на поясе. Также померила резинку на ребенка, отрезала нужный размер и вставила сюда в кулиску. Теперь стачиваю резинку в кольцо на швейной машине. Я уже сделала пояс, решила закрепить резинку внутри вот так двумя параллельными строчками. Просто растягивала пояс вместе с резинкой и проложила сначала одну строчку и затем параллельно вторую. Вот так у меня получилось красиво. Теперь резинка не будет перекручиваться. Теперь осталось мне еще отутюжить припуски, сами брюки, и они у меня уже будут полностью готовы. Могу примерить уже их на Сашу. Я уже примерила брюки на Сашу, и мне не очень нравится, что здесь манжет все равно широкий. Не очень красиво это смотрится. Я решила все-таки в этот манжет вставить ту же резинку, сделать так же, как на поясе. Так как манжет здесь у меня внутри простроченный на швейной машине, я его немножко распорола, просто вставила резинку широкую и вот так вот тоже отстрочила. Так же, как и на поясе. В общем, сделала две параллельные строчки. Нижнюю вот эту строчку, конечно, сделать несложно, но вот эту, которая выше, уже сложнее, в общем, растягивать манжет и ровно строчить. У меня тут не очень хорошо получилось. Возможно, я просто распорю и переделаю. Ну, так получается с вот таким манжетом, с вставленной резинкой. В общем, получается намного лучше, красивей. Поэтому на ноге тоже лучше смотрится. Поэтому я сейчас сюда тоже вставлю резинку. И точно так же отстрочу, проложу две параллельные строчки. И тогда уже примерю на Саше и покажу. И вот такие получились у меня замечательные брюки из остатков ткани. В принципе, красиво смотрится. Здесь очень резинка мне нравится из велюра, какая она получается. И также я сделала такие же манжеты. Манжеты, конечно, было сложнее строчить, особенно вторую строчку. Очень неудобно их растягивать. Для того, чтобы равномерно все это прострочить и равномерно растянуть резинку вместе с тканью. Но, в принципе, ну, все возможно, да. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Если это так, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, буду вам очень благодарна. Мы сейчас одеваем брюки в детский сад, я покажу, как они смотрятся на Саше. На этом все, я с вами прощаюсь, всем пока.